Петербурге запуск ракеты едва не привел к трагедии. У аттракциона с космическим названием на полном ходу лопнул трос. 10 человек зависли на 60-метровой высоте. К счастью, обошлось без пострадавших. Подробности происшествия в репортаже Екатерины Фисенко. Дивоостров обещал незабываемые ощущения, настоящий полет в космос. Это самый дорогой аттракцион парка развлечений. Экстрим должен был зашкаливать. И все же не до такой степени. Незабываемые ощущения отдыхающие действительно получили, а с космосом не вышло. Космолет взлетел, набрал скорость, пассажиры уже начали получать удовольствие. До космоса, кажется, оставалось совсем немного. И скорости тоже были космические – 75 км в час. Но тут произошло ЧП. Один из тросов, удерживающих ракету, оборвался. Отдыхающие оказались в состоянии весомости лицом к небу. Просто летела ракета, и задний трос этой ракеты взял и оборвался. Она вот так вот повисла и висела. Там как бы на одном тросе вообще, ни о чем. Ну, люди нормально сначала молчали, потом даже слышали смехи, там, крики, нормально реагировали, там, вообще без проблем с этим. Конечно, сразу сработала защитная автоматика. Отключилось электропитание, но по инерции карусель все еще вращалась. А люди недоумевали, было ли это запланировано. Ракету спустили на землю сами и довольно быстро. Потом уже помогали службы МЧС и скорая помощь. И еще толпа сопереживающих. Люди не ушли с места аварии и спустя час. Я только никто не пострадал. Вот эти ветки, я не знаю, чем их обломало, но говорят, никто ничего не расцарапался, ничего. Всех пассажиров позже пригласила к себе директор Дивоострова, отпаивала чаем и долго извинялась. Это действительно было незапланированное ЧП. Аттракцион находился в идеальном состоянии и каждый день проходил необходимые проверки. Однако еще в 2008-м в парке тоже происходило аварийное отключение электричества. Завис другой аттракцион, и посетители 20 минут снимали с огромной высоты. Впрочем, подобные случаи происходили не только в Петербурге. Екатерина Фисенко, Рафаэль Булатов, Алексей Сосырин. Вести, Петербург.